Друзья, всех приветствую на канале Календарь Рыболова. Меня зовут Алексей. Мы с Карлосом направляемся к землянке. Наконец-то выбрались. 2 недели была жара неимоверная под 40 градусов. Даже больше, чем 2 недели. Заяц прямо на дороге сидит. Пометелил. Карлос, ты зайца даже не заметил. Охотничек. Заяц пометелил, аж пыль поднялась. Хотя откуда пыль? Дорога-то вся влажная, мокрая. Все грязные, ноги мокрые. Я ж думаю, как может быть, что пыль пошла после зайца. А это, наверное, он своими лапами вырывал землю более холодную снизу, не прогретую. И она начинала испаряться на солнце. Пропустили мы с Карлосом, не пошли в поход на прошлой неделе, потому что я только-только перестал принимать курс таблеток сердечных и не знал, как организм себя поведет уже без таблеток. Как-то немного я опасался, да и спина не переставала болеть. Карлос, ты след взял? След, нюхай. Карлос рвется уже, хочет, чтобы его отпустили погулять. В прошлом видео я говорил, что хочу повесить Карлосу на ошейник экшн-камеру, чтобы он побегал за оленями, енотами и прочими зверушками и немного поработал видеооператором. Вот здесь давай присядем. Так, Карл, что нам надо? Нам надо вот это. Спокойней. Карлос, пойди сюда. Все, надеваем ошейничек. Только попробуй ее стянуть, Карлос. Будешь наказан очень сильно. Никаких тебе ни походов не будет. Давай, юный оператор. Вперед, иди гуляй. Все, вперед. Похоже, что ничего не получится. Она телепается из стороны в сторону. Как же сделать, чтобы она... Наверное, никак. В общем, наверное, я его и не отпущу никуда. Смысла нет рисковать камерой. Хотя, когда потихоньку идет, может что-то и запечатлеть. Карлос, догоняй. Далеко не уходи, а то камеру потом не найдем. Пошли. Ну что, юный оператор, заснял шедевр кинематографии. Ты давай, главное, не спеши, тогда смотрю, неплохо у тебя получается. Ничего, руку набьешь, лапу набьешь, так сказать. И кадр будет что надо. Давай, беги в лес. Карлос не в ту сторону побежал. Я уже оленей выследил. Карлос вон он несется. Что прибежал? Иди оленей фотографируй. Давай. Бока наел. Ты сегодня вообще не это самое, не активный. Не буду тебя так плотно кормить с утра. Давай, вперед. Туда иди, давай. Иди за оленем. Унюхал. Давай, лентяй. Вперед.
есть еще одна причина, почему я сегодня направляюсь в поход к землянке. Это то, что я хочу побороться со своими болезнями с помощью голодания. Вы знаете, что я уже практиковал лечебное голодание несколько раз. У меня о нем только положительные эмоции. Я никого не агитирую. Это все нужно проводить под наблюдением врача или с консультацией какой-то. В общем, просто делюсь своими впечатлениями. Вы можете подумать, а какая связь между голоданием и походом в лес в землянку? Я объясняю. Хоть у меня есть небольшой опыт в голодании, но заставить себя отказаться от еды — это не так просто. Особенно в первые 2 дня. А во время похода, особенно вот во время непосредственно похода, перехода, вот эти там 10 километров, может даже чуть больше, в одну сторону и в другую, они, ну как сказать, отвлекают, что ли, от еды. Это голодание не сухое, воду я пью в том количестве, в котором хочу, а от еды отказываюсь полностью. Кофе и чай я в принципе очень редко пью, поэтому мне это несложно отказаться от этого. А вот без воды это, наверное, сложно будет. Но это когда-нибудь может быть следующим этапом. А пока вот так. В общем, сегодня первый день моего голодания. Кому интересно, вот, возможно, я засниму изменения своего тела, своего состояния общего. Как боли будут уходить, не будут. Я не сомневаюсь, что боли в пояснице уйдут, потому что я уже проверил это на себе. На 3-й день боли в суставах проходят по всему телу. И когда просыпаешься и удивляешься, как же ж так, ничего не болит, и с удовольствием готов к работе, к каким-то делам, а не когда встаешь уже уставший и делать себя, заставляешь что-то делать, идти на работу и так далее. Вот. В общем, сегодня не об этом, а вот в следующем ролике через неделю как раз и будет итог моего 7-дневного голодания. Надеюсь, я продержусь. Вот. И как раз уже после голодания пойду в очередной поход, если ничего не произойдет. Да, еще сегодня нужно поставить фотоловушку. В прошлый раз у меня было фиаско в плане каких-то интересных кадров с животными. Особо никаких я выводов не сделал, что именно я не так сделал. Ну, попробую сегодня подальше в лес зайти, что ли. Идти к роднику очень далеко. У меня времени не останется на рыбалку и на всякие другие дела. Вот. Хочу еще сделать эту лестницу к сиже, чтобы залазить было удобней. Тут с больной спиной не очень-то. В этот раз попробую повыше найти звериную тропу и установить там фотоловушку подальше от лагеря. Опять же, остается открытым вопрос, как ее потом найти. Так, Карлос, иди сюда. Давай, я заберу твою камеру. Всю ее изгадил. Батарейка все равно села. Не у тебя. У камеры батарейка села. У тебя еще. Ого-го. Давай, бегай. В прошлый раз, когда я впервые ставил фотоловушку, я практически не сомневался, что будет огромное количество классных фотографий с животными. Но кроме меня и Карлоса, фотоловушка никого не запечатлела. Хотя так, по мере продвижения по лесу, я часто встречаю животных и даже иногда удается заснять их на камеру.
Но почему-то с ловушкой получилось вот так неудачно. Сейчас нашел опять тропинку, много следов, помета. Попытаюсь выбрать такой ракурс, чтобы туда вниз в яр, если даже где-то далеко будут, может хоть кого-то запечатлит. Ну вот так поставил. Немножко ее замаскировал листиками. По идее, на датчик движения листики не должны попадать туда в ярок. И вот тропа идет. И оттуда еще одна тропа. И снизу тропа. Такое пересечение. Ну, не знаю. Лучшее место пока я не видел. Проверка связи. Попытался в телефоне поставить точку GPS. Не знаю, получилось или нет. Вот такие вот находочки. Я придумал, как немного облегчить себе поиск фотоловушки. Я на телефон сделаю несколько фотографий по мере отхода от нее. И потом в обратном порядке буду их совмещать. Надеюсь, мне это как-то поможет. Увидел место, куда тропинка звериная ведет к водопою, к воде. Здесь им просто спуститься к водоему. А заодно понял, что здесь хорошее место для рыбалки. Травы практически нет. Здесь русло намного ближе подходит к берегу. И трава так не разрастается. Нужно попробовать порыбачить, как здесь рыбка будет отзываться. Кто-то рыбку съел. Орелик, наверное. Ой. Карлос, потом не вылезешь оттуда. Пойдем, пойдем. Молодец. Вот такая мощная дубовая веточка упала. Удачно нас с Карлосом в этот момент здесь не было. Да, Карлос? Вода еще немного упала. И теперь помост стал еще выше от уровня воды. И будет намного сложнее на него забираться. Немного посижу, отдохну. И буду искать стройматериалы для лестницы. Огурцы выдержали засуху. Как-то они очень медленно развиваются.
Но, в принципе, обрадовали меня, что не засохли. 2 недели жары. Здесь все-таки тенечек. Ну и перед уходом я хорошенько пролил их. И вот ночью дождик был небольшой. Ну как, дождик большой, но недолгий. Что-то с лестницей у меня не задалось. Ножовку-то я принес с собой, а дежурный топор, который обычно лежал под кроватью, кому-то, видимо, понадобился. Никак я его не могу найти. Кто-то, наверное, взял попользоваться. Надеюсь, что вернет. А топор мне нужен не только для того, чтобы затесать бревна и выбить пазы, чтобы ступеньки лучше держались, а еще для того, чтобы забить в гвозди. Поэтому пробую проволокой. Проволокой не сильно надежно получается, ее мало. Хватит максимум на одну ступеньку, но еще нужно закрепить и в воде, потому что самому по мосту. Волна сильная, ее унесет моментально. Вот. Поэтому лесенка, наверное, остается на следующий раз, а я буду пытаться как-то вскарабкаться. Да, пытался топор заменить ножом и умудрился его сломать. Вот тут можно будет отремонтировать дома, приварю и сделаю все как было. В прошлом видео я был здесь на рыбалке
и в комментариях раскритиковали мой садок. Да, он такой маленький, неудобный, но зато он ничего не занимает и ничего не весит. У меня был здесь дежурный садок, но его сожрали мыши. Вот. Поэтому оставлять здесь, все равно он имеет запах рыбы, и мыши его по-любому погрызут. Нужно где-то прятать, не знаю. В общем, это место не занимает, веса не занимает. Да, еще сделали замечание по поводу отсутствия подсака. В прошлый раз я упустил подлещика, пытаясь достать его за леску прямо на помост. Тут спорить не буду. Подсак с собой взял. Такой же невесомый и не занимающий объема. Сейчас его соберу и займусь приготовлением прикормки. Ух ты, желудь прилетел. Сегодня не мой день. Подсак готов, можно идти ловить бабочек. Карлос, иди сюда. Иди, охраняй тут на хозяйстве. Я на рыбалку. А? Вот я привередливый стал. 2 недели пекло, 40 градусов. Жарко, невыносимо. Вот бы попрохладнее. Сейчас 25. Ветерочек поднялся. Уже холодно и в воду лезть не хочется. В общем, я переоделся. Вещи собрал. Карлос на хозяйстве, на охране. А я пошел заплывать на сижу, на рыбалку. Водичка, конечно, подостыла, уже не кипяток. Это было прямо теплое-притеплое. А сейчас уже освежающее. Ой. О, баклан полетел. А вон их целая стая. Метрах в 400. Ну да, помельче стало. Тут мне уже было по шею, сейчас по грудь. Так, удочки, подсаки.
Раз, не уронить. Прикормки, футболки. Опа. Сюда. Теперь самому как-то вылезти. Так, в сторону. Сюда. Ну что, надо вспоминать, как выход силой делается. Фух. О, сколько их летит. Скарабкался. Красотища-то какая. Карлос, на хозяйстве. Охраняй. Поводок сначала не ставлю. Забиваю кормушку таким полусухим кормом, чтобы он сначала попылил там хорошенько и издалека привлек рыбку. А поводок, чтобы не цеплялся за траву. Сейчас десяток кормушек забрасываю, а потом уже поводок цепляю. Вот так достал пустой крючок и ракушка. И весь поводок покрученный по ракушке протянуло. Вот кто это клюет постоянно. Маленький подлещик. Или это густерка. Клюет как из пулемета, но одна мелочь. Опарыш начинает заканчиваться. Хочется дождаться что-то серьезную, рыбку какую-то. Типа ляща. Поэтому иду на берег
Пока солнце не спряталось за деревья, еще более-менее тепленько. Фух. А тут уже прохладно, тут тенек. Карлос. Карлос. Карлос, наверное, в землянке дрыхнет. Охранник. Ай. Ай. Крупная рыба пока не клюнула, но я знаю, как это исправить. Обычно в таких случаях я добавляю крупную фракцию в прикормку. Горох или перловку. У меня в землянке есть немного перловки. Сейчас я разведу огонь и сварю ее. И завтра утром, я думаю, что дела пойдут. И я поймаю лещика, или как минимум подлещика. Вот. Ну и хорошо, что сегодня пока не клюнул, потому что лето, жарко, вода теплая, рыба, скорее всего, погибнет и пропадет. А так я завтра поймаю, сколько поймаю, и понесу домой. Перловка закипела, я накрыл крышкой, и на маленьком огне она потихоньку запарится. Осталась почти полная баклажка воды, сейчас полью елочку. Ну вы поняли, елочку, которая сосна. Уходит прямо как, я не знаю, как даже назвать. Я такого не видел еще. Просто моментально льешь, и оно все уходит. Я совсем забыл, у меня же здесь тоже огород имеется. Нужно огурцы пополивать.
почва здесь настолько рыхлая, что полная баклажка 5 литров уходит под один кустик. И это с тем учетом, что почти всю ночь шел дождь перед этим. А под елочку просто вот так вот полным напором вылил, и туда вся вода ушла. Здесь я потихоньку выливал. Что называется, как в сухую землю, только на самом деле она-то здесь влажная после дождя. Выспался? Иди погуляй. Перловка уже готова, сейчас бы и самому что-нибудь перекусить. Но я уже больше суток на голодании. Карлос сильно переживает, что это его тоже как-то коснется. Ну вот твоя тарелочка. Ужин сейчас твой сухой будет. Консерву сожрал в обед. Теперь сухариков. Что, еще будешь? А не лопнешь? Ты обжора. С утра целую кастрюлю съел. Еле шел такой шарик. Я вот сейчас подумал, вот этот фонарик у меня уже больше года. И я так припоминаю, что заряжал я его крайне редко. Только в тех случаях, когда пользовался как пауэрбанком, когда нужно было зарядить камеру или телефон. Там есть USB, можно подзаряжать какие-то гаджеты. И получается, что главное не забывать его вынести из землянки, поставить на свет, на солнце. И вот эти лопасти, в принципе, его все время подпитывают. И если идешь там с одной, с двумя ночевками, мне его вполне хватает. И выходит, что я зря тягаю с собой пауэрбанки, которые, в принципе, практически не использую. Ну, вернее, использую, но понимаю, что этого фонаря хватает. Я сегодня зарядил от него камеру, вот эту, которая на Карлосе была. Вот. Подзарядил телефон, и вот светит без проблем. Конечно, один из моих любимых фонариков от Kelnex. Что еще, Карлос? А в туалет кто тебя будет выпускать ночью, а? Когда возвращаюсь домой из похода, достаю фонарик, ставлю его на подоконник на солнечную сторону, и он у меня там живет до следующего похода. Единственное, когда вырубают электричество, тогда, конечно, уже приходится эксплуатировать фонарик по максимуму, и тогда уж без подзарядки не обойтись. Так что кому интересно этот девайс, ссылку оставлю в описании под видео. Фонарик называется «Лепестки», компания Kelnex.
Че не укрылся? Ну что, подошел к завершению первый день моего голодания. Хочу немного поделиться своими впечатлениями. В течение дня есть особенно не хотелось, потому что занимался чем-то, ловил рыбу. А вот ближе к вечеру мозг начал настойчиво требовать еду. Я пытался перебиваться водой, заполнял желудок, тогда чувство голода отступало. Но мозг не сдавался и говорил все время: давай поедим, давай поедим. У тебя же есть заначка, давай найдем что-нибудь вкусненькое. Но я это уже проходил, так как голодаю не впервые. Первый раз это было вообще жестко. Мозгу не нужно было что-то вкусненькое. Он просто орал: давай пожрем, давай сожрем эту перловку. Рыба обойдется и так будет клевать. В общем, полет нормальный, чувствую себя хорошо. Спина продолжает болеть, но надеюсь, что скоро пройдет. Карлос уже отдыхает. Карлсончик, ты спишь? Спит. Ну и я буду ложиться. Завтра, не знаю, как проснусь, так проснусь. Сильно рано как бы и хочется, потому что люблю рассвет встречать. А с другой стороны, в 4:30 на улице прохладно, в воду лезть не очень захочется. В общем, как проснусь, так и будет. Так что всем спокойной ночи, до утра.